Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже именитый французский дом Lanvin вдруг неожиданно решил объявить о творческой перезагрузке. В коллекции весна-лето 2023 мы с вами, друзья, увидим новую версию главного направления развития бренда. Если в прошлом теплом сезоне на модной сцене доминировал яркий дофаминовый гардероб и даже что-то похожее на наряды для супергероев, то сегодня креативный директор компании Бруно Сиалелли представил на суд зрителей, со слов самого дизайнера, новый набор ценностей, который связывает наследие старейшего во Франции модного дома и современность. Этой весной марка Lanvin однозначно берет курс на создание более повседневных вещей, уделяя основное внимание безупречному пошиву, тщательно подобранным аксессуарам, умеренности в украшениях. Сиалелли предлагает в модных нарядах значительно уменьшить громкость роскоши, которую он явно завышал в последних коллекциях, и согласиться на более приглушенный гламур. При этом дизайнер вновь возвращает элегантность и изысканность в повседневную жизнь, что основательница дома моды Жанна Lanvin всегда считала непревзойденным шиком. Показ совместной линейки мужских и женских ансамблей состоялся в бывшем литейном цехе на улице Сен-Мор. Модели двигались по землисто-серому подиуму вдоль стены, послужившей огромным экраном. На мой взгляд, неравномерное освещение, мерцающие водянистые проекции отвлекали внимание зрителей и мешали хорошо рассмотреть, уловить все тонкости и детали модных нарядов, где во многих образах сегодня явно прослеживается морская тематика. К примеру, плетеная сетка, похожая на рыболовные снасти. Носить прозрачные с крупными ячейками сетчатые топы, длинные платья, щедро дополненные металлическими и стеклянным декором, нам предлагают, просто надев на голое тело. Тему моря поддержала аккуратная вышивка на одежде в виде водорослей. Сюда же, пожалуй, можно добавить кожаные наряды и обувь, часть которых, исходя из описания к модной линейке, изготовлены из тонкой, но очень прочной эластичной кожи морского угря. На морские глубины намекают также боти с капюшоном, в чем-то схожие с костюмом для подводного плавания. А финальный выход девушек в летящих платьях пастельных оттенков и с глубокой панамой на голове вызывает явную ассоциацию с морскими медузами. На какие моменты еще мне бы хотелось обратить, друзья, ваше внимание, это прежде всего одежда с необработанным краем, с которой стартовал модный показ. Пальто, жакет, юбку или брюки как будто твердой рукой смело обрезали ножницами, словно решив таким образом подкорректировать длину, не заморачиваясь по поводу торчащих нитей. Подобный ход далеко не новый как в мире моды, так и для линейки Lanvin. Он придает небольшую небрежность строгим минималистичным нарядам, отлично сбивает градус официоза. В коллекции деликатно затронута цветочная тема. Флористические мотивы можно заметить в виде принта на одежде, сумках, обуви или в качестве цветочной вышивки, аппликации на юбках, очаровательных платьях. Также есть немного наивные узоры, взятые из архива бренда. В свое время они украшали модные мужские галстуки. Что касается обуви, здесь примечательны босоножки с тонкими ремешками как на изящно изогнутом каблуке, так и на низком ходу. Эффектные остроносые мюли, модели с перьевым декором, готовые добавить в образ нотки гламура. Элегантные кожаные туфли. Из модных сумок отмечу оригинальный вариант мини в форме подтаявшего кубика льда. Сегодня Бруно Сиалелли постаралась увидеть за дизайном реальную женщину. Именно ту, которая, собственно, и будет носить все эти модные вещи. В модных образах вновь появилась та чистота стиля, которая всегда отличала марку Lanvin, что не может не радовать всех поклонников бренда. С интересом жду ваше мнение, мои дорогие зрители, в комментариях. Всем огромнейшее спасибо за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Приятного просмотра, хорошего дня, ярких встреч и добрых улыбок. Всем красоты и позитивного, солнечного настроения!